Привет! Тема такая. Какие энергии хотят вам помогать на будущей неделе? Я зажигаю свечи, чтобы гармонизировать пространство. И этот свет, божественный свет, поможет нам с вами увидеть правду в картах. Свет помогает увидеть правду в картах. Итак, какие энергии будут вам помогать на будущей неделе? Я для вас буду раскладывать 4 колоды. Это замечательная карта Ленорман. Любимая. Мы с вами часто их раскладываем для того, чтобы посмотреть будущее, приготовиться к самым приятным событиям и привлекать удачу в нашу жизнь. Здесь у меня 4 колоды, и это лиловые и вишневые сумерки. Замечательные карты. Ничего не нужно загадывать, потому что это о том, какие энергии будут вам помогать. Я буду делать 4 расклада. У меня колоды разделенные, есть вот такой разделитель колод, потому что здесь 2 полноценные колоды и здесь 2 полноценные колоды. Лиловые и вишневые сумерки называются. А классический Ленорман. Вот на этой колоде, которую я сейчас перемешиваю, мы посмотрим понедельник и вторник для вас. Вы обязательно усвоите информацию, потому что энергии, которые управляют земным шаром, нашей планетой и вами, они для всех одинаковые, просто по-разному усваиваются всеми. Здесь понедельник, вторник для вас. Смотрите все видео целиком, оно обязательно вам поможет. Вот эта колода покажет среду и четверг. Среду и четверг. Эта колода покажет пятницу и субботу. Ну, а воскресенье покажет дополнительно вот эта 4-я колода, потому что воскресенье это на самом деле начало недели, всегда считается, да? Красное солнышко, воскресенье, воскресеньем управляет солнце. Это для воскресенья, поэтому начну я с воскресенья. Красное солнышко, воскресенье, покажи нам успех недели. Вот как мы проведем воскресенье, так будет и наша неделя складываться. Поэтому в воскресенье нельзя говорить грубых слов, например. Слушать грубые слова тоже, кстати. Но вы никогда не говорите грубых слов, вы очень милый и деликатный человек, я-то знаю наверняка. Просто напоминаю вам, красное солнышко. В славянской особенно культуре красное солнышко – это проявление Творца в нашей Солнечной системе. Можно поблагодарить свой знак зодиака, красное солнышко, воскресенье. Можно отдохнуть, встретиться с любимыми людьми, друзьями. И если вы хотите получить деньги, в воскресенье можно привлекать деньги. То есть что-то поучить из вашей специальности. Это поможет вам получать деньги целую неделю. Так, вот это понедельник, вторник. Я просто откладываю вот здесь. Среда, четверг и пятница, суббота. Чтобы вы видели эти карты, которые я буду выкладывать, да? Я отложила те другие колоды. Итак, воскресенье. Что вам принесет воскресенье? Какие энергии будут вам помогать? Именно в воскресенье. Девочки, кстати, мои предсказания на неделю, они актуальны для вас именно на ту неделю, которую вы себе загадали. Таким образом, получается настоящее гадание онлайн. Потому что вы загадываете в своем месте, в свое время, и это для вас очень актуально. Итак, энергии, которые будут вам помогать в воскресенье. Новое начало. Карта ребенок. Очень хорошая карта. Она предвещает вам свежее впечатление. Это свежее впечатление. Если вы хотите познакомиться с человеком для личных отношений, воскресенье – это тот самый день. Именно в то воскресенье, когда вы вот смотрите на него, да? Выйти в кафе, выйти на прогулку, пойти с друзьями куда-то. Если это лето, на пляж. Если это зима, прогуляться по городу или
как у вас там принято в том месте, где вы живете, потому что вас увидит мужчина, который очень вами заинтересуется, если вы еще не имеете отношений. Если у вас отношения есть, эта карта говорит, что будут свежие, новые впечатления с партнером, прекрасное время вместе, или же с детьми, с его детьми, вашими или общими детьми. Прекрасный день. Нужно расслабиться. Детей не всегда нужно учить жить. Вообще никогда не нужно на самом деле. Они учатся жить по нашему поведению. Если мы люди приличные, достойные, они будут такие же, обязательно. И эта карта говорит, что не напрягайтесь, не старайтесь детей особенно учить ничему. Проведите с ними милое время, расслабьтесь, дайте им вас поучить. О да, дети могут нас учить многому. Радости жизни первое. Даже ребенок, в этот день могут прийти какие-то интересные мысли о том, как мне жить дальше, как, может быть, дом свой привести в порядок, или же что делать по работе, какую-то новую статью по бизнесу прочесть в такое тихое время, шерстяные носки, удобный какой-то диванчик, какая-то уютная обстановка. Он читает что-то по работе, вы что-то по работе, и вы отдыхаете. Это день отдыха. И тоже день свежих впечатлений, свежие, радостные впечатления. Ребенок всегда радуется, он не понимает напряжения. Когда напрягается ребенок, он плачет, он не любит напряжение. А мы, взрослые, себя нагружаем до невозможности, потом обижаемся на жизнь. В воскресенье нельзя заниматься работой, вам нужен отдых, вы воркоголик, наверное. Но воркоголики бывают по разным причинам. Самая распространенная причина воркоголизма – это то, что мы любим нашу работу. Вот я, например, я воркоголик на самом деле, потому что я очень люблю карты. Так люблю, что просто руки аж горят. Они так хотят раскладывать карты, они так хотят сделать новый раскладик. И мне нужно себя останавливать и говорить себе, сейчас отдохни. А самая главная, основная причина воркоголизма – это, конечно, любовь к вашей профессии. Это прекрасно. Поэтому башня. Карта башни говорит: в воскресенье постарайтесь немножко меньше работать или вообще лучше не работать. Вторая причина воркоголизма есть, что мы просто впряглись как лошадь, и не можем уже остановиться, потому что человеческому мозгу свойственно привыкать к чему-то, и очень трудно потом зацикливаться начинает, очень трудно расциклиться. Так вот, в это воскресенье вам выгодно расциклиться, перестать волноваться о вашей работе. Вышла карта гроб. Не пугайтесь этой карты. Это карта трансформации, это карта преображения, нового пути. И это говорит о том, что не ругайтесь ни с кем. Если кто-то хочет с вами поссориться, вы просто закрываетесь от этого человека. Например, как у меня сейчас, кофточка, ее можно застегнуть полностью на пуговички, Например, пришла там какая-то соседка и хочет вам рассказать сплетню в воскресенье, а вы раз символически застегнулись на пуговички и говорите ей: давай чаю попьем. Или: ой, ты знаешь, сейчас у меня нет времени, приходи завтра. И таким спокойным тоном, чтобы она не обиделась. Карта гроб может говорить тоже о том, что какие-то темные мысли, грустные мысли, страхи вам нужно символически погрузить в какую-то коробочку, поставить перед собой коробочку, и туда можно написать от руки или сказать: туда я там все свои страхи туда помещаю, наверное, сделаю такую чистку, девочки. И взять огонь, чтобы было только сейф, обязательно осторожно, чтобы не распространился огонь, и сжечь эту коробочку. Сжечь. Или же даже не коробочку, а какую-то такую пепельницу взять, пепельницу. Написать все свои страхи: я там боюсь бедности, или я боюсь кризиса, я боюсь, что буду одна, я еще там что-то боюсь. Напишите и сожгите. Когда вы это делаете, зажгите свечу, вам это поможет. Это очень хорошо. Воскресенье – прекрасный день для ритуалов. Эта карта гроб говорит, что в это воскресенье вы сможете избавиться от каких-то ваших страхов, назойливых страхов, которые мешают жить. И еще одна карта на воскресенье – это карта всадника. Она говорит, что в этот день, я уже сказала, это просто подтверждает расклад. Карты, конечно, гадают, как обычно. Новое свидание, новые встречи. Если он вам давно не писал, он сразу напишет в воскресенье, потому что расклады сбываются. Они 100% привлекают счастье, любовь, отношения.
Поэтому после этого расклада он сразу вам позвонит, скажет: ну в это воскресенье наконец-то я свободен, наконец-то у меня не будет работы, давай встретимся, давай проведем время вместе, я так соскучился. То есть это встречи, это свидание, это всадник, это вестники, кто-то вам принесет новую, свежую новость, приятную новость о том, что вы получили работу, например, если вы работу ищете, о том, что ваши дети вас любят и совсем у вас нет с ними проблем. Вот что-то из этого такого будет. Это хорошие новости или встреча с любимым человеком. Если вы живете вместе, представьте себе, что воскресенье – это день ваших свиданий. Прекрасный день, энергетики, которые будут способствовать вам в воскресенье, это энергетики счастья, мира и добра. Счастья, мира и добра. Я спросила у карт, какие энергетики будут с вами именно в те дни, о которых я спрашиваю. И вышли такие карты, как всадник и ребенок. А это энергетики, такие, которые будут вам помогать отдохнуть, приготовиться к следующей неделе, чтобы неделя была успешная. И этот расклад, он сам по себе привлекает успех. Обязательно. Немножко темновато у меня, потому что у меня очень светлый дом, девочки. У меня, когда мы сюда въехали, я люблю такие деревенские дома, и я попросила мужа сделать окна на всех стенах. Поэтому вам кажется, что темная картинка, но это все наоборот по камере. У меня очень светло на самом деле. Так что извините, кому темная картинка, я показываю карты близко. Какие энергетики будут вам помогать в понедельник и вторник на той неделе, которую вы себе загадали, девочки? Итак, первая карта, вторая. Вообще я возьму 4, да? Но вначале первая и вторая. Сад и медведь. Ну, это энергетики по медведю. Силы, смелости, это энергетики медведя. Значит, в понедельник и во вторник вы сможете добиться своего. Добиться того, чего вы хотите. Вот будет по-моему, да? Это очень хорошо, когда мы так говорим Вселенной. Вселенная, помоги мне, чтобы было по-моему. Так, как я хочу. И сад – это социум, общество. Это может быть ваша работа, коллеги, профессия, заказчики. Это много заказчиков, много хорошей работы. Вы поможете людям. Если вы парикмахер, швея, если вы компьютерщик, то есть человек, который помогает людям, ремонтировщик чего-то, если вы повар, например, предсказатель, вы поможете многим людям. Вы спасете людей от их проблем. Вы спасатель. Медведь – это спасатель, это мощная защита, тотемная. Понедельник, вторник под защитой тотемной энергии медведь. Медведь говорит вам: не волнуйся, я с тобой, ты будешь смелая, ты будешь сильная, ты будешь добиваться своего. А еще у некоторых девочек вы станете начальницей в понедельник или во вторник, вам предложат лучшую должность. Или вы решите тоже делать какие-то дела сами, как частный предприниматель. И те услуги, которые вы будете давать людям в обществе вашем, по месту жительства или по интернету, они будут очень людям нравиться, вы будете людям помогать, и поэтому разбогатеете. Медведь – это тоже карта богатства. Понедельник, вторник – это день, 2 дня сильного здоровья, прекрасной энергетики, высокая энергетика. И это богатство. Это очень удачная карта. Медведь – это карта на удачу. Еще 2 карты возьму. Первая и вторая. Итак, что вы закончите? Смотрите, девочки, вы закончите какое-то образование. Крысы и книга. Крысы, не бойтесь этой карты. Иногда крысы карта хорошая. Все зависит от того, с какой картой она вышла. Я здесь считаю парами карты, то есть она одна по себе пока еще ничего не значит. Но если к ней добавляется еще одна карта, получается дуада или пара. И мы считаем, что вы избавитесь от каких-то неправильных установок в своей жизни. Книга – это установка. Вы, может быть, избавитесь от кармического долга, потому что книга – это кармический долг, который вы могли получить по наследству. Нехотя перешел к вам, вот так получилось, да? Как мы избавляемся от кармического долга? Мы просто можем здесь, вот именно сейчас,
себе загадать: я хочу избавиться от кармического долга. Потому что Творец нас любит, и Он не заставляет нас работать, Он заставляет нас кайфовать. Мы творение Всевышнего. Но кто религиозный или нет, неважно, все равно же какая-то сила держит же все эти галактики. Представляете, какая мощная сила? Эта сила хочет нам добра. И эта сила помогает нам избавиться от кармических долгов. Поэтому это может быть крысы, избавление от долгов кармических. То есть, например, у вас есть кармический узел в отношениях. Именно сейчас, в понедельник и вторник, вы избавитесь от этого кармического узла. То есть у вас отношения с любимым человеком наладятся. Первое. Второе. Крысы и книга. Очень важно знать, что, может, вы закончите какое-то дело, которое ваши предки начали. Ну, например, ваши предки не закончили что-то и ушли в мир иной, не отремонтировали, не продали дом. Именно сейчас вы закончите какое-то дело. А также крыса предупреждает вас: не волнуйтесь и нельзя уставать, потому что по карте книга вы очень много работаете. Крысы – это карта людей, которые много работают и очень устают. Поэтому энергетику не теряйте, а восполняйте ее. Книга – это хорошая карта для восполнения энергии. Также предупреждение: понедельник, вторник, крысы – это могут быть денежные потери, если вы свой кошелечек откроете для ненужных вам покупок. Так бывает, продавцы есть такие хитрые, да, говорят, что вот эта стиральная машинка будет меньше, воду будете экономить. На самом деле вам она сейчас не нужна. Или еще что-то такое, да. Не покупайте ничего лишнего. Ни в коем случае. Денежки нам нужны не для того, чтобы свой мир засорять ненужными нам вещами, а эзотерически, чтобы ощущать себя сытыми. То есть у меня есть, я ни в чем не нуждаюсь. Да? Эти две карты предупреждают о том, чтобы не раскрывать кошелечек для ненужных покупок. Видите, какие подсказки? Очень даже полезные. Это были понедельник и вторник. Теперь я буду раскладывать для вас карты на среду и четверг. У меня есть всякие расклады, там, где я только показываю карты, а иногда так делаю, чтобы мы с вами поговорили тет-а-тет. Я здесь представляю вас, как будто вы сидите у меня вот с этой стороны, где я показываю карты, и мы с вами беседуем. Вначале две карты, это на среду и четверг. Карта собака, встреча с другом, очень хорошая карта, и карта развилка. Смотрите, карта развилка говорит, что вы будете встречаться с двумя друзьями. Один какой-то друг, вам настоящий друг. С ним встреча очень даже полезна. Эта встреча вам помогает, она дает вам, удачу привлекает, дает вам энергию, потому что друг, он настоящий. Он хочет вас выслушать, помочь вам, волнуется о вас, хочет выслушать, что у вас не так. И можно даже дать совет, хороший совет. Вот такой друг, как я, например, да. И еще будет встреча с другим другом. Тот друг не очень хороший. Развилка – это карта сложная. Это карта где-то говорит о том, что кто-то из вашего окружения, там, где вы живете, этого человека вы знаете в глаза. Развилка – это в глаза вы знаете, это не по интернету. Какой-то человек вам не очень-то сильный друг. Поэтому, если он позвонит в среду и четверг, скажет: давай встретимся. Но если вам очень нужно встретиться, можно, но нельзя ни в коем случае с ним делиться вашим сокровенным, потому что человек – это информационное поле. И очень важно, чтобы ваше информационное поле не портилось энергиями зависти, поэтому старайтесь не рассказывать о себе самое сокровенное. Это в среду и четверг, да? Мужчина вышел. Мужчина и плетки. Но это самое главное значение мужчины и плетки двух карт. Это то, что у вас может быть близость с мужчиной, который вас любит. Плетки – это близость, повторяющееся движение. Это хорошо очень. Но плетки тоже имеют негативную коннотацию. Смотрите осторожно, не поругайтесь с вашим мужчиной. Он может прийти домой уставший, или вы будете уставшие. И так будут складываться энергетики, что может быть или финансовые какие-то проблемы, или может быть
какие-то передрязги с родными. О, это очень часто бывает, да? Или вот плохое настроение от того, что устали. И знаете, это почва для неприятных разговоров, которые могут нарушить отношения. Но когда мы видим в картах, мы знаем, стоп, в среду он пришел домой, и как-то он устал, и вы устали. И чувствуете, что может быть возникнуть скандал на пустом месте. Вспомните этот расклад и промолчите лучше. Скажите: дорогой, я сегодня так устала, я хочу отдохнуть. А как у тебя дела? Если он скажет: не мешай, я там устал сильно тоже, скажешь: я понимаю тебя, потому что то же самое я сама чувствую сегодня. И все. И вы вспомнили, что этот раскладик вам помог не ссориться с родным человеком. А также ваш мужчина может принести много денег, заработать, потому что плетки там много работы. Он может очень хорошо заработать в эти среду и четверг. Или он может убрать дом, он может помочь вам сделать уборку. Такой простой расклад, но очень хорошей энергетики. Я когда складываю эти две карты вместе, смотрите, мужчина и собака, получается, что для некоторых даже может быть встреча с новым другом. Так что, девочки, не теряйтесь. Каждый день можно встретиться с новым другом. Одиночество – это то, что легко можно исправить. Теперь будем смотреть на пятницу и субботу. Пятница и суббота. Это конец недели для многих, да. Сейчас время кризиса, и, может быть, люди работают меньше. Если у кого-то четырехдневный рабочий день, ну вот у моего супруга, у него четырехдневный рабочий день. Он в пятницу дома. Пятница и суббота. Если вы в пятницу работаете, ну это конец недели. Вы уже хотели бы закончить дела, все хвосты подтянуть и отдыхать в субботу. Суббота – день отдыха. Смотрим на пятницу и субботу. Две карты берем, а потом еще две дополнительные возьмем. Пятница и суббота. Девочки, смотрите, тенденции этой недели повторяются. Это крысы и плетки. Крысы – это усталость. В пятницу вы уже устанете. Вы уже работали очень много и перетрудились. Вам необходим отдых. Энергетики этого времени говорят: отдохни, не нужно брать дополнительную работу на выходные, потому что когда мы устали, мы все равно хорошую работу не сделаем и будем как бы работать в холостую, да? Поэтому крысы говорят: не бери дополнительную работу. Крысы могут говорить: не покупай продукты лишние, у тебя, наверное, в твоих закромах на кухне есть много того, чего ты даже не знаешь. Посмотри возле стенок в твоих шкафчиках на кухне. Там может быть вермишелька. Ее можно вкусно приготовить и с мясом, и с овощами. Да? Смотри, изучи, что у тебя есть. Не покупай платье. Посмотри, может, твое платье можно исправить немножко, и оно будет еще лучше нового. Да? Раньше ткани очень хорошие брали, и это платье можно использовать. То есть не трать деньги. В пятницу и субботу желательно, если вы идете шопинг, то есть идете за покупками, не покупайте лишнего. Вначале посмотрите, что у вас уже есть дома. А плетки – это день уборки, пятница и суббота. Но в пятницу хорошо убрать, конечно, сделать свежим свое пространство, проветрить, убрать помещение, приготовиться к радостным и праздничным выходным. Выходные – это всегда праздник. Вообще вся жизнь праздник. Каждый день должен быть как праздник. Раскладик будет у нас конкретный и не длинный. Сейчас мы посмотрим еще две карты на пятницу и субботу. Какие энергетики будут вам помогать. Но я уже сказала, не тратьте лишние денежки, у вас все есть. Не в деньгах счастье абсолютно. Ой, смотрите, тучи уйдут, и будет какая-то новая встреча. А тучи – это какие-то иллюзии. Может, это вы сомневаетесь в ком-то, или, может, вы кого-то не видели долго и соскучились. Так вот, любимый человек, с которым вы давно не видели и соскучились, с ним вы встретитесь. У вас будет очень счастливая встреча. И уйдут тучи, уйдет грусть, печаль, и придет радость встречи, свежие впечатления. Это очень хорошо. Может, в пятницу после рабочего дня вы пойдете с другом на кофе или с любимым человеком. Или дома придете, отдохнете, у вас будет приятная встреча, кто-то к вам пожалует в гости. Смотрите осторожно, не грузите себя. Разговоры должны быть легкие, нежные в конце рабочего дня. То есть встреча с друзьями, она должна быть для расслабления, а не для нагрузки. Поэтому тучи вам читаю. Если придет какой-то друг и захочет вас грузить, там деньги одолжить или что-то, вы смело скажите: у меня сейчас нет, извини.
Все зависит от вашего тона, потому что люди 90% это тон, язык тела и только 10% наши слова. Поэтому я иногда, девочки, в конце расклада, просто расклад вам показываю. Ваше подсознание обязательно возьмет самое лучшее, что нужно. Вот смотрите, никому не одалживайте денег и просто скажите: извини, сейчас у меня нет. Потому что когда мы одалживаем деньги, конечно, мы портим с людьми отношения. Это такой эзотерический принцип есть, да. Ну а самая, конечно, главная карта на субботу, пятницу и субботу, это карта Всадник. Это хорошие новости, это энергетика такая, знаете, отдыха, энергетика спортивная, может быть, на прогулку пойти, развлечься как-то. И встречи, какие-то новые хорошие встречи. Друга давно не видели, пошли в магазин, его там встретили. Ой, привет, как дела? Оказывается, что вам есть о чем поговорить. Вы давно не виделись и друг другу даже можете в чем-то помочь. Очень хорошая карта вышла. И я смотрю, что Всадник, эта карта вообще на всю неделю, она очень положительная, да. Очень хорошая, она дважды уже, по-моему, вышла сегодня. И также карта Плетки вышла дважды, это близость с любимым человеком, а также убрать помещение на этой неделе, освободиться от лишнего, выбросить лишние какие-то вещи, продукты доесть, или если они уже испортились, выбросить, то есть освободить свое пространство от того, что вам не нужно. И главное самое, выбросить лишние мысли, вот такие, знаете, назойливые мысли крутка называется, избавиться от лишних ненужных мыслей, неконструктивных, которые просто, назойливые такие, мешают вам, они не помогают вам, не оптимистичные, а наоборот какие-то, да вот, у тебя не получится, эти все мысли не нужны, они нехорошие. Также карта Крысы вышла 2 раза, и на этой неделе нужно внимательным быть, чтобы не поддаваться на провокацию, если хочет с вами кто-то поссориться, первое, но выбросить ненужные вещи, это второе, и освободить свою голову от мусора. От мусора неправильных энергий и установок. Знать, что энергию всегда Творец даст, если мы Творца попросим. Ну а расклад можно, конечно, пересматривать в течение недели. И мои расклады не все магические. Каждый раз, когда вы будете пересматривать, вы будете что-то новое узнавать. Каждый раз вы будете слышать по-новому, потому что энергетика меняется, и мои слова будут пониматься по-разному. Поэтому мои расклады, они энергетически сильные в разный момент по-разному. Вы разный человек, в одну воду нельзя 2 раза войти, каждую минуту другой. И поэтому расклады онлайн, они настоящие, они могут вам помочь в жизни. Я очень рада с вами общаться. Девочки, кому нужны уроки на Ленорман, обращайтесь. Я вас увижу на моих будущих и предыдущих видео. Всех вас люблю очень сильно. Вы моя семья эзотерическая. Посылаю вам виртуальные обнимашки от сердца. И увижусь с вами на следующем видео. Всем добра и любви. Пока-пока, мои родные. Пока.